Привет! Добро пожаловать снова на канал BTS Army, самый любимый канал в мире. Но подождите, не пролистывайте экран, не проходите мимо. Напротив, остановитесь на мгновение, на паузе, которая может изменить ваше восприятие кофе, низких цен и рыночного доверия. Остановитесь, сделайте вдох. Посмотрите вокруг себя в течение 3 секунд, потому что эта история не просто о кофе. Это история о доверии, рыночном гневе и одном факте, который тихо, без предупреждения, ударил по крупной индустрии. Почему дешевые бренды на самом деле способны побеждать все? Январь 2026 года стал точкой, которая заставила многих игроков кофейной индустрии почувствовать дискомфорт. В то время как другие бренды соревновались в продаже премиального образа, Compose Coffee двигался вперед, опираясь на холодные и неопровержимые данные. Компания была признана номер 1 по уровню удовлетворенности клиентов Корейским агентством по защите прав потребителей на основе опроса 1600 человек из разных социальных слоев. Это не одностороннее заявление и не результат рекламной кампании. Это громкий голос общественности. Именно здесь возникает ключевой вопрос: чего на самом деле ищет современный потребитель? На фоне все более переполненного, дорогого и насыщенного маркетинговыми уловками кофейного рынка, Compose Coffee появляется с почти полностью противоположным лицом. Их магазины легко доступны, цены дружественны, вкус стабилен, а обслуживание быстрое и эффективное. Никаких чрезмерных обещаний, никаких навязанных нарративов. Есть лишь уверенность в том, что чашка кофе сегодня будет столь же честной, как и чашка кофе вчера. Иронично, но в эпоху заявлений и иллюзий именно эта уверенность стала новой формой роскоши. Цифры поражают, и их невозможно игнорировать. В период с 2025 по 2026 год продажи выросли более чем на 10%. Около 200 миллионов чашек американо было продано за 1 год. Символ лояльности, построенный не на сенсациях, а на привычке. Когда было объявлено о коллаборации с Ким Тэхёном, Ви из BTS, многие восприняли это как обычную стратегию с участием знаменитости. Однако для наблюдателей отрасли этот шаг стал заявлением о позиции, об искренности, избирательности и отказе от излишеств. Compose Coffee не повысил цены, он повысил смысл. Кульминация истории наступила в январе 2026 года, когда в Сеуле официально открылся 3000-й магазин, менее чем через 18 месяцев после открытия 2000-й точки. Такой темп экспансии был не просто агрессивным, он был пугающим. При поддержке Jollibee Group Compose Coffee готовится выйти на рынок Юго-Восточной Азии, неся философию кофе таким, каким он должен быть, в глобальный рынок, чувствительный к цене, но все более осознанный в вопросах качества. И здесь вопрос меняется. Готов ли глобальный рынок принять честность вкуса на фоне эмоционального давления брендинга? Прежде чем мы углубимся и разберем эту историю слоем за слоем, не забудьте нажать кнопку лайка, подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить другие новости, которые часто бывают неудобными для индустрии, но важными для общества. Теперь ваша очередь говорить. Означает ли низкая цена по-прежнему низкое качество? Или Compose Coffee открывает нам глаза на то, что эта индустрия слишком часто обманывала собственных потребителей? Ваш комментарий может оказаться честнее любой рекламы. Январь 2026 года вновь закрепил позицию Compose Coffee как лидера в сегменте доступного кофе, когда бренд занял первое место по общей удовлетворенности клиентов. Это признание было присуждено Корейским агентством по защите прав потребителей 24 января на основе комплексного опроса 1600 респондентов из разных слоев общества. Результаты — это не просто цифры, а портрет общественного доверия, которое последовательно формировалось на основе реального клиентского опыта. В условиях все более конкурентной кофейной индустрии Compose Coffee выделяется своей почти безусильной доступностью. Магазины удобно расположены, цены остаются низкими, при этом качество не приносится в жертву. Потребители отмечают стабильный вкус каждой чашки, а также быстрое, вежливое и эффективное обслуживание, сочетание, которое редко удерживается в низком ценовом сегменте. Compose Coffee стал не просто местом покупки кофе, а брендом, который понимает ритм повседневной жизни своих клиентов. В этом и заключается его истинная ценность – предлагать простой, стабильный и удовлетворяющий опыт. Этот рейтинг в конечном итоге стал доказательством того, что качество не всегда должно быть дорогим, а доверие потребителей – результат внимания к деталям, повторяемого день за днем.
Стремительный рост Compose Coffee превратился в один из ключевых двигателей глобальной экспансии Jollibee Group. На фоне усиливающейся конкуренции бренд демонстрирует впечатляющий рост. Общий объем продаж продукции в 2025-2026 годах вырос более чем на 10% по сравнению с предыдущим периодом. Американо, икона простоты и вкусовой стабильности, разошелся тиражом около 200 миллионов чашек за год, подчеркивая силу объема и потребительской лояльности. Стратегическая коллаборация с Ким Тэ-хёном, V из BTS, еще больше усилила конкурентоспособность бренда, объединяя глобальное культурное влияние с вовлеченностью высококлассной аудитории. Оставаясь верным позиции кофе таким, каким он должен быть, Compose Coffee продолжает использовать систему крупномасштабной прямой обжарки, управляемой внутри компании. Этот подход стал основой стабильного качества и душой кампании 2025 года с BTS V, подчеркивая искренность по отношению к кофе, нарратив о честности вкуса, процесса и обязательств. Пик этого импульса был отмечен в январе 2026 года открытием 3000-го магазина в Сеуле, менее чем через 18 месяцев после открытия 2000-й точки. Этот рубеж подчеркивает сильную потребительскую привлекательность, масштабируемую операционную модель и роль Compose Coffee как катализатора роста в международном портфеле Jollibee Group. Обладая прочным доминированием на внутреннем рынке, Compose Coffee теперь готовится к выходу в Юго-Восточную Азию, следуя волне глобального K-Food с ценностным предложением, основанным на качестве и доступности. Но за всеми этими цифрами скрывается вопрос, который начинает тревожить индустрию. Почему потребители ставят высшие оценки бренду, который наименее броский? В Южной Корее, рынке, известном своей жестокостью к F&B брендам, низкая цена обычно ассоциируется с компромиссами. Однако Compose Coffee систематически разрушает это предположение. Он не продает многослойные мечты, наполненные жаргоном. Он продает уверенность. Уверенность в том, что вкус сегодня будет таким же, как и вчера. Уверенность в том, что цена не изменится из-за трендов. Уверенность в том, что клиенту не нужно надеяться, достаточно прийти и получить. С точки зрения психологии потребителя, это критически важный момент. Когда рынок переполнен искусственной дифференциацией, стабильность превращается в новую роскошь. И Compose Coffee сумел монополизировать ее в сегменте низких цен. Неудивительно, что опрос Корейского агентства по защите прав потребителей зафиксировал высокие оценки не только за вкус, но и за справедливость цен, скорость сервиса и доверие бренда. 3 показателя, которые редко сочетаются одновременно. Это неудача, это результат дисциплинированного операционного дизайна. Коллаборация с Ким Тэ-хёном, V из BTS, также не является простой маркетинговой игрой с участием знаменитости. В глазах аналитиков отрасли это четкое позиционное заявление. V известен как фигура избирательная, артистичная и отвергающая излишества. Эти ценности напрямую резонируют с нарративом искренности, продвигаемым Compose Coffee. Вместо повышения цен бренд усилил смысл продукта, шаг, который психологически углубляет лояльность. Именно здесь многие конкуренты начинают чувствовать раздражение, потому что Compose Coffee доказывает, что масштаб не обязательно уничтожает целостность, а глобальная популярность не всегда требует премиальной цены. Этот факт крайне неудобен, особенно для брендов, которые годы рельялись на образ, а не на стабильность. Открытие 3000-го магазина не конец истории, это точка поворота. С поддержкой глобальной сети Jollibee Group Compose Coffee вступает в фазу, где его внутренняя модель будет проверена на международных рынках. Юго-Восточная Азия – логичная цель. Плотный рынок, чувствительный к цене, но все более требовательный к качеству. Именно та среда, в которой Compose Coffee давно чувствует себя уверенно. Теперь вопрос звучит иначе. Готов ли глобальный рынок принять философию кофе таким, каким он есть, на фоне эмоционального давления брендинга? Или, может быть, пришло время глобальным потребителям быть честными, признать, что на самом деле они ищут не длинные истории, а чашку кофе, которая не разочаровывает. Compose Coffee уже сделал свой выбор, и, судя по данным января 2026 года, общественность дала свой ответ. Теперь ваша очередь. Остается ли низкая цена синонимом низкого качества? Или Compose Coffee открывает нам глаза на то, что эта индустрия слишком часто обманывала собственных потребителей? Ваш комментарий может оказаться честнее любой рекламы.